ироничность, он должен быть открыт. Кстати, не воняет, слава богу. В общем, всем привет. Меня зовут Чебан. Этот ролик откладывался очень много раз. Он снимался, который месяц. А мы его пробуем сделать с октября месяца 2 числа. То есть вы можете понять, насколько это вообще трудоемкий, сложный, просто-напросто материал. Это надо уважить уже просто по факту. В чем суть? Я очень сильно в этой жизни люблю несколько вещей. Это Да Винчи и Говарда Лавкрафта. И знаете, недавно у меня был такой вайбик, да, неописуемый, я бы сказал, когда мне хотелось переслушать все его рассказы. То есть я их читал, слушал, и словился на мысли о том, что, было бы круто этот аэстетик воплотить в виде видео. Собственно, поэтому я решил этот ролик и сделать, да? То есть, что нас сегодня с вами ждет? Мы возьмем этот загадочный образ Ктулху, чудовище, и вставим его в наше видео, да, и получится очень прикольно. Сейчас у меня тут сценарий. Оно прям идеально стало, пиздец. Здесь есть немножко серьезности, как серьезный кусочек, и хочется неиронично сделать что-то эстетически похожее и прикольное, потому что, знаете, нигде такого визуала или настроения я не видел. То есть, возможно, какие-то рисунки, игры, но это все не то. То есть, отдаленные похожие вайбы ты испытываешь. Остров проклятых, звонок, первый чужой, настоящий детектив. Да, точно. Мы, не претендуем на, ультрареализм, Unreal Engine 5. У нас все будет по-народному, в 2D, с нейросетями, все как надо, Подписываемся на мой канал новенький, ставим лайки и погнали! Проблема блогеров. Только что я рассказал, и камера не записывала. После такого охуевшего интро, музыку для которого я сделал сам, между прочим, об этом будет отдельное видео, надо понять, с чего вообще начать делать Надо вообще понять, с чего начать видео делать. И первое, это очевидная идея. Надо придумать вообще, что это такое будет. У меня следующее. Двое мужчин, знаете, такие в плащах красивые, стоят на утесе, таком обрыве, и там вдалеке возвышается такой монстр, Ктулху, большой очень. Клево. Камера отдаляется, показывая, насколько они маленькие, незначительные по сравнению с этим гигантом. Я думаю, понятно. Номер 2. Это референсы, да, потому что без них никуда. Вообще, на самом деле, у нас ничего не рождается просто так. Все это где-то уже видели. Все эти ваши мысли и идеи, их надо устаканивать обязательно. Сколько раз я пытался делать что-то, просто беря из головы, получается, в лучшем случае, иногда. Я не знаю, если будет пример чего-то, я покажу. В общем, о чем я? Где эти референсы брать? Есть такие клевые сервисы, как Pinterest, и Vimeo. На самом деле, все. Небольшое отступление, что-то на iPhone. На самом деле, референсы, ребят, можно искать вообще где угодно. Это может быть все, что угодно. Просто эти сайты были специально как раз созданы для того, чтобы референсы там можно было искать. Все, давайте возвращаемся к видео. Если речь идет о нашей, я лично себе выбрал за основу Цветокора. В общем, ребят, я за Цветокор, за основу выбрал фильм «Остров проклятых», потому что, как я говорил, ролик начинался сниматься в октябре, где-то за пару месяцев до этого я посмотрел «Остров проклятых», и меня прям крышу снесло. И их одежды тоже оттуда взялись. Если говорить про чудовище, то это какие-то картинки из интернета, просто рандомные. Но есть одна проблема. Но есть одно но. Для того, чтобы пользоваться Pinterest, обязательно иметь такую cozy aesthetic атмосферу, как у меня, и iPad. Без этого ничего не получится. Ну и последнее, что остается, это съемки и монтаж. Поэтому сейчас собираем всю аппаратуру и едем на локацию. Погнали!
Ну, в общем, все. Вышли на улицу, сейчас топаем на остановку и едем на локацию. Погнали. Нахуй ты снимаешь? Ну, будь человеком, блядь. Gorącej mamuśki w twojej okolicy. Po prostu czysty seks. Перекус. В общем, наше путешествие почти приблизилось к концу, осталось всего несколько шагов, и мы будем на месте. Пошли. Тяжело. Тяжело. Это пиздец, ребята. Это, блядь, туши свет. Просто покажи внизу. Охренеть. Вот эти лестницы, 3 километра. Высокий Хротгар. 1000 ступеней, путь. Вот это вот оно. Это вот. Откуда все это пошла хуйня? Думайте. Ну что ж, наконец-то наша дорога подошла к концу, и мы прибыли на локацию. Тут понастроили какой-то непонятной хуйни, раньше ее не было, и непонятно зачем это. В общем, сейчас какие дела? Переодеваемся, да, расставляем все необходимое и начинаем снимать, соответственно, по ракурсам, которые были представлены ранее. Тут ветер пиздец. Ну все, мой лук готов. Что ж, мы готовы. Теперь время выставлять кадр. На самом деле это будет интересно. Есть несколько шотов, которые надо сделать с плавным блюром, но, скорее всего, сделаю его на посте. Третьего человека у нас нету. Я думаю, можно прекрасно увидеть, что здесь замечательное место. Все как в моих референсах, потому что я их брал из реальной жизни. Ну, типа, не только из фильмов. Ну, вы поняли. Первый кадр у нас это общий план, как двое людей в плащах подходят с горизонта к камере. Ну вот, и там сзади леснистая местность, типа, думаю, пойдет. Все, вроде бы выставились. Теперь будем пробовать снять. Холодно. Стой, не уходи, стой на месте. Самое главное. Так. Похуй, была, не была. Сколько надо, столько и будем. Все, результат там. Фух, ребят, на самом деле реально очень холодно. Вот мы один кадр отсняли, вроде все получилось, но, блин, я прям промерз. А у меня, знаете, сейчас есть парочку очень важных выездов, заболеть бы не хотелось. Ну что, продолжаем трайхардить. И следующий кадр. Так вот сбоку. То давай покажем, как это выглядит. Стой, стань. Ну вот так вот, да. Прикольно. Ну что, будем пробовать отсняться. Я вроде как немножко отогрелся. Шот номер 2. Подсъем. Жаль только то, что мне приходится горбиться, когда надо делать такие вот подсъемы, кадры. Подсъем. Подсъем. Ну, звук я включать не буду. Так, проверяем, что получилось. По-моему, нормально, нет? Ну, по-моему, да. Так-то. Кстати, интересный момент. Все у меня спрашивают, что за камера. Ответ на этот вопрос у меня в Телеграме. Подписываемся. Йоу, подсъем. Ха-ха, прикол. Кайф. Привет. Оно стоит
чудище. Реально, это пипец. Оно очень плохо. Окей. Последний кадр, который потом будет с нейросетями. Это кадр, когда мы вот сверху чудовище и так далее. Согреваться, блядь. И мне очень холодно. Из важного момента мы будем, получается, expand image делать, да? Делаю так, чтобы в кадр не попадали деревья в основном. То есть вот это дерево, да, оно к нам слишком близко. И его всякие поколашивания, вот это вот, будет как бы видно, да, не получится закомпозить так, чтобы это было нормально. Хотя вот те уже, ну, они достаточно далеко, где пальцы показывают. Они достаточно далеко для того, чтобы можно было не обращать на это внимания. Повторюсь, по крайней мере, я так думаю или рассчитываю на это. Так, окей. А ну, Петя, иди стань туда, к оградке. Все, отлично. Я думаю, приступаем. Он статически в целом быстро снимем и домой. Крымский кинематограф. Интересный нюанс, посмотрите сюда, пожалуйста. Почему кадр запоролся? Надо, чтобы маска, да, которая будет вокруг, то есть вот это вот, считайте, все, что вы видите, это уже кадр, да, будет расширяться. У меня нога обрезается. Я должен ближе подойти к оградке, понял? То есть еще раз так же снимаем, точно так же, только я прям вплотную подхожу. И ты тоже, на всякий случай, не? Да. Чтобы не проебаться. Все, погнали. Кто бы мог подумать, что снять этот кадр сложнее, чем кажется, блять, там даже двигаться не надо. Во-первых, это деревце блядское, гадское, вылезло снова. И снова ноги обрезались, самое интересное. То есть пятка вылезла. Я, походу, нахожусь в таком вот положении, да, что ну просто вот надо прям прислониться, вот так вот, блядь, встать и типа стоять. Все, третий раз. Ура, получилось, смотрите. Все, ребят, сюда было снято очень много футажей, как мы идем, все на свете. Сейчас просто переход красивый. И я делаю так, и мы уже дома за компьютерным столом. Раз, два. Ничего себе жмыхнуло. Ох, ну радует то, что здесь хотя бы тепло. Ну что ж, самое время, хотя, знаете что, погодите. Так-то лучше. Ну что, самое время приступать к монтажу отснятого материала, и все, что будет происходить далее, будет происходить в программе Fusion. Fusion — это программа для 2D и 3D композитинга, а также motion графики, выпущенная в 96 году, а на данный момент ей владеет и разрабатывает ее Blackmagic Design. И она входит в базовый инструментарий DaVinci Resolve в платной и бесплатной версии. К примеру, помните кадр, где я сделал так, что овцу поршень ебет? Так вот, вы не поверите, но это было полностью создано инструментами Fusion, DaVinci. Но разве это не чудо? Кстати говоря, вот это вот, что вы сейчас видите, тоже использовали Fusion как программу там для композа. Ну и... Fusion можно уверенно назвать конкурентом Adobe After Effects. Но есть одна принципиальная разница. Нодовая система. Давайте теперь я вам наглядно покажу разницу между слоями, как в After Effects, и нодами, на примере бутерброда. К примеру, я хочу сделать обычный бутер. Хлеб, кетчуп, колбаса, сыр. И вроде бы все у нас получилось. Но в моменте мне хочется заменить кетчуп, допустим, на симон или же майонез. Как быть в таком случае? Получается, мы должны лезть в самый низ и выбирать кетчуп, заменяя на мазик. Согласитесь, это не очень удобно. А вот как бы это выглядело в нодовой системе. Хлеб, соус, колбаса, сыр соединены объединителями, проводами или так называемыми мерджами. В нашем случае роли мерджа выступает нож для масла. Но именно в этом и есть весь прикол, что ты всегда видишь свое рабочее пространство, и тебе не надо лезть куда-то в дебеня, чтобы что-то поменять. Просто вот видишь перед собой элемент, который надо заменить, и меняешь. Честно говоря, этот пример не до конца иллюстрирует преимущество нод над слоями. Ведь когда у тебя всего несколько элементов, слои очень часто оказываются более удобным вариантом. У меня есть пример получше. А что если мы захотим приготовить фаршированный перчик? Тогда нам понадобится перец, кетчуп, свиное копыто, шоколадная паста, перец, майонез, шоколадная паста. И если делать это блюдо по слоям, то это будет выглядеть следующим образом. Сначала идет половинка перца, туда кетчуп, потом копыто, потом шоколадная паста, перец,
потом майонез, потом снова паста. И потом в духовку на 200 градусов на 30 минут на первой корочке. А что если я захочу поменять кетчуп, допустим, на мед? Что тогда? Тогда мне придется переколошматить абсолютно весь проект, в нашем случае это перец, и, блядь, искать элемент, который уже давно закопан в каких-то ебенях. Это вообще неудобно. В общем, в данном случае слои сосут анал. Простите. Ну а что, если бы это все-таки были ноды? Мы сразу видим все элементы нашей композиции, и в любой момент можем заменить любой из ингредиентов на другой, при этом без особой надобности лезть в аналы нашего проекта. Что же, теперь вы поняли, как работают ноды. Фаршированный перец я оставлю своим друзьям на ужин, и теперь самое время перейти за компьютер и начать делать то, ради чего этот ролик вообще и затевался. Но перед этим мне надо развесить стирку, поэтому пройдемся со мной. Ничего себе освещение, да? Прям как у хайповых блогеров. Кстати говоря, подписывайся на канал, потому что в следующем видео потрачу 10 тысяч рублей на хайповый шмот. И это не шутка. Давайте начнем с того, что соберем костяк. Для начала я просматриваю все кадры, которые мы отсняли, и выбираю лучшие дубли, собирая небольшую композицию. В целом нормально. Похоже на задумку. Теперь дело за малым. Надо нагенерить монстра. Перед этим я хочу зайти в Photoshop, чтобы вставить рандомное чудище на фон и использовать это как Image Prompt. У меня лицензионная версия репака от Moncourse, поэтому проблем быть не должно. Но, к сожалению, я случайно вышел в онлайн с Photoshop, а этого делать как бы нельзя. И поэтому лицензия у меня слетела. После чего мне пришлось потратить 40 минут своей прекрасной жизни, ища версию, которая не превратит мой компьютер из этого вот это. Нужная версия все-таки была найдена, плюс в гугле я нашел подходящую картинку Ктулху. Пару кликов я отделил нас от фона и поместил типочка за нами. Переходим в Stable Diffusion, а вернее Focus. Это клиент, который основан на моделях Stable Diffusion, и в целом он так вот упрощенный, ну короче, одно и то же, просто вот еще одна версия. Ничего такого. В разделе InPaint выделяем нашего друга и прописываем промпт. Я написал так. Ancient Evil, Giant Monster, Cthulhu, Full Body, Realism 8K. Нажимаем кнопку «Сгенерить». Ждем пару секунд и получаем... Ну да, мягко говоря, пиздообразие то еще. Один куда ни шло, но у другого буквально руки из жопы. Это прямо-таки неописуемо. В Focus есть возможность выбирать модели, а также стили. В общем, я начал играться с разными параметрами. Даже можно сделать хайповый вирусный ролик из 2022 года с нейросетями. Помните, раньше такие были модные? Выбираю то, что, по моему мнению, меньше всего заслуживает порицания. И отправляю его снова в раздел InPaint, начиная его апскейлить. И в этот момент я понимаю, что я жестко проебался, ведь весь час я занимался какой-то непонятной хуйней. Дело в том, чтобы поместить за нами монстра, нужен так называемый clean plate. И тут я понимаю, что вся моя работа коту под яйца, так сказать. Но я уже придорочился, поэтому быстро удаляю нас и выбираю лучший из вариантов бэкграунда и вношу небольшие правки. Теперь снова к монстру. И сразу начинаю генерить по 4 картинки, чтобы пальчик не уставал клацать. Вот этот вариант меня устроил. Немного работы в пахово-тазовой области, и у нас получился Эльдар Джарахов. Ну ничего, в фотошопе я выделил Эльдарку и придал ему чуть большую значимость, пытаясь попасть в перспективу. В общем, материалы для последнего кадра готовы. И, наконец, мое любимое. Компост. Сначала я хочу сделать анимацию чудища. Все по порядку. Инструментом Magic Mask я вырезаю нас с Пети и кидаю слоем выше. Вообще сложно сейчас представить ротоскоп без нейросетей, потому что это настолько упрощает жизнь в создании видеоконтента, да и не только его, сами понимаете. Добавляю Ктулху и сразу добавляю ему ноду Wrap Light. На русский это можно перевести как «Обернуть свет». Играю с настройками, и вроде как такой результат меня устраивает. Кстати, надо смачить картинку по цветам. Поэтому перед нодой Wrap Light я добавляю ноду Color Correction. И тоже дергаю ползунки, пока визуально не станет похоже. Нодой Blur я делаю Эльдара чуть более размытым, чтобы подходило к окружению. Затем я добавляю еще одну ноду Blur за ним. Выделяю радиальной маской область, как из пениса выделяю. И вроде теперь лучше. Тут я решаю чуть лучше поиграться с волосами, потому что сильно видны эти артефакты Magic Mask. Оно и понятно. Волосы у меня, во-первых, что длинные, во-вторых, такого же цвета, что и деревья за мной, так еще и ветер дует. С Петей ситуация сильно лучше, потому что он тупо контрастнее.
Создаю отдельную ветку с новым Magic Mask'ом и меняю параметры трекинга, а также ставлю новые настройки. Вроде теперь получше. Чтобы придать монстру живости, его нужно как-то анимировать. Инструментом Warper, аналог Puppet Warp в авторе, я ставлю точки, за которые буду дергать Масика. Ставлю якорную точку в конце и в начале анимации, и получаю что-то типа движения тела. Потом добавляю ноды Transform и там анимирую параметры перспективы и размера. Все, анимация этого туловища закончена. Осталось сделать Expand Image и уже дело за малым. В фокус я беру Clean Plate и начинаю генерить фон. Получается очень часто какая-то хуйня, но в конечном итоге мы находим то, что надо. Беру мне понравившееся и ставлю как бэкграунд для всей нашей композиции. Маской выделяю область, которую отсекаю, а какую оставить хочу. Кстати говоря, можете посмотреть на количество кадров в секунду моей анимации. Чтобы добиваться таких сногсшибательных результатов, я работаю на такой системе. RTX 4080 Super. Ryzen 9 поколения, 12 ядер, 24 потока, 128 гигабайт оперативной памяти. И именно поэтому у меня слетела запись в этом моменте, потому что у меня закончилась оперативная память графического процессора. Но в принципе там небольшие изменения, я добавил какие-то типа ореолы зла, всякие улучшайзеры, ухудшайзеры, в общем получше вписал неописуемого. Подобавлял всякие глоу, немного искажений на монстра, а еще выпуклости. Попытался сделать небольшой параллакс эффект, насколько это было уместно. А еще я решил дополнительно прокеять волосы люмакейром для еще лучшего результата. Хоть небольшие огрехи остались, но я подумал, что себе я этим уже ебать голову не хочу. И так сойдет. Последними штрихами в композе стали нарастающие хроматические аберрации, зум-блюр и смена цвета неба с солнечными лучами. Сейчас вы пойдете, зачем это надо, это под саунд-дизайн прикольно стакается. Потом цветокор. Ну его, кстати, я накрутил совершенно по-дебильному, случайно, просто потыкаясь в один плагин Film Look Creator. Короче, случайно наклацал и получилось красиво, поэтому... Я хз, что сказать. Следующим этапом сделал саунд-дизайн. Кстати, все звуки полностью убрал из библиотеки YouTube, миксовал, мешал, немного обрабатывал, ну и получилось, по-моему, неплохо. Ну и в конце я еще решил дымку добавить, поэтому я взял инструмент Magic Mask, выделил объект и решил ставить их сзади за спиной. Но вот это готовый результат. Ну что ж, и ролик подошел к концу. На самом деле даже не верится, столько сил было потрачено на создание этого. Вот вы видите таймлайн, пустой канал Чебана, то есть в момент этого вот видео оно уже не пустое, на нем есть одно видео. И на самом деле для тех единиц, которые досмотрят, огромная благодарность, очень приятно, очень много было сил потрачено сюда, времени, все мои близкие знают об этом. Ну короче, было круто. Мне очень понравилось, будут еще. Не знаю, что бы еще такого сказать. Ролик о том, как снимался этот ролик и вообще такой блог-подкаст будет у меня на втором канале, поэтому подписывайтесь тоже на него. На нем будут выходить видео чаще, чем на этом, потому что они будут такие попиздельческого толка. Ну, в целом, еще раз всем спасибо. Подписывайтесь на все мои социальные сети, которые есть. И для тех, кто прям остался, подарок, бонус в конце, кавер на Blink-182, песня Damn It. Спасибо большое.